Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. И добро пожаловать на последнее видео в 2020 году, где мы, конечно же, обсудим десятку лучших альбомов 2020 года. Прошлый ролик был десяткой худших альбомов. Если кто-то вдруг не видел и попал на этот ролик, то посмотрите и прошлый. Тут мы концентрируемся на хорошем, потому что крути не крути, несмотря на все то, что происходило в 2020 году, а это был действительно худший год, как минимум в моей жизни точно, и я думаю, у многих других тоже. В музыкальном плане этот год был очень удачным. Мы получили великолепные работы, очень много великолепных работ. Последние несколько лет не было такого обилия классных пластинок, особенно поп-пластинок, что радует, естественно, любителя поп-музыки, как я. Поэтому мне было очень приятно составлять этот топ. Я работал над ним где-то месяц, постоянно у меня там кто-то попадал, кто-то выходил из него, в итоге все перемешивалось и как-то составилось в один мой точный плейлист, точнее десяточку лучших альбомов года. Давайте без лишних предисловий начинать. Так как в прошлом году я не вел канал, расскажу, кто у меня был в прошлом году победителем. Это была несравненная Лана Дель Рей с альбомом Norman Fucking Rockwell, который я считаю одним из лучших альбомов вообще десятилетия и в истории, потому что написать такую работу это невероятно. На втором месте, кстати, был Гарри Стайлс с альбомом Fine Line. Ну и давайте приступать к десяточке. 10 место. Тейлор Свифт с альбомом Evermore. Самый свежий альбом в топ-10, который я включил в последний момент, и она кое-кого выкинула из этого листа. Но Тейлор, конечно, молодец, бахнула два великолепных альбома в этом году. Evermore — это очень интересная чувственная пластинка с хорошими текстами, с глубокими текстами. Чего мне в нем не хватило, так это, наверное, какого-то разнообразия, потому что альбом настолько цельный, что в итоге получился немножко скучноватым. Но как авторская работа, как такой интересный посыл в будущее, это очень хорошая работа от Тейлор Свифт. На 9 месте Charli XCX и альбом How Am I Feeling Now. Знаете, мне до сих пор очень обидно, что такая талантливая артистка, как Charli XCX, бомбанула с таким штамповочным хитом, как Boom Clap, или что-то у нее вот было в этом роде, еще пару песен. А когда она начала делать интересные, необычный, очень такой новаторский продукт, то публика просто сказала на это спасибо, не надо, уходи. А на самом деле альбомный каталог Чарли очень даже классный, и этот альбом не исключение. Альбом How I Feeling Now — это безумно креативная пластинка, в которой мы просто прыгаем в какой-то эмоциональный поезд вместе с Чарли, в котором она нам показывает любовь, мир, тревогу, грусть, депрессию, хаос вокруг. Нас открывают альбом и заканчивают очень яркие, крутые, такие клубные бенгеры, под которые прям хочется прыгать и танцевать. А на сердцевинке альбома раскрывается вот душа, какие-то переживания Чарли, поэтому пластинка получилась очень интересной, всем советую послушать, кто еще не слушал. На 8 месте у нас дебютантка, это Меган Thee Stallion и ее альбом Good News, который стал для нее первой полноформатной работой в карьере. Меган — это мое рэп-открытие этого года, потому что у нас был слишком надоевший трек Savage, абсолютно ненужный ремикс Бейонсе, крышесносные куплеты на треке WAP, где она перечитала на две головы Cardi B, и все это нас привело к ее дебюту, альбому Good News. И скажу так, для меня это самый сильный рэп-старт со времен Invasion of Privacy, который делала Cardi B. У этого альбома такая взрывная энергетика, которая полностью отражает Меган как человека. Она энергичная, она такая взрывная, она выделяется, запоминается. Выдает, кстати, очень убедительные куплеты и читает очень даже хорошо. Из Меган просто прет харизма, и это все не выглядит чем-то напыщенным. То есть она такая и есть, и это подкупает, потому что вот, например, ее главная конкурентка этого года, Дожа Кэт, вся вот такая вот девочка милая, танцует, прыгает. Это видно, что образ. А Меган, она вот как сучка в жизни есть, так вот она и фигачит на сцене и в альбоме. Ну и, конечно, у меня зависла в голове песня «Бади, яди, 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 яди», как, собственно, и у всех, кто послушал эту композицию. 7 место — Фиби Бриджерс с альбомом Punisher. И этот альбом не прошел мимо меня только потому, что он получил просто нереально высокие оценки от критиков и номинацию на Грэмми в альбоме года. И как же хорошо, что это все случилось, и этот альбом не прошел мимо меня. Этот инди
фолк-альбом выдает вот конкретно ту эмоцию, то звучание, те песни, которые ты ожидаешь услышать от альбома такого жанра, который получил настолько высокие оценки. На альбоме невероятные тексты, которые погружают тебя в очень глубокие и такие темные эмоции, так, в скобочках, депрессию. Это вот из тех жанров альбома, которые я считаю, что нужно слушать целиком, вникая в их суть, в их тексты, в их звучание, в то, что пытается донести автор, и понимать, что этот альбом дает такую вот возможность погрузиться в него целиком и уплыть куда-то далеко-далеко в его звучание. Если вы любите Лану или Лорд, то обязательно послушайте этот альбом. Это такой вот немножко похожий на их жанр, но глубже. Мне кажется, вам зайдет. Шестое место. The Weeknd, After Hours. Давайте сразу. Blinding Lights, песня года. Сразу это скажем, чтобы прям проехать эту тему. Окей. При этом эта же песня стала и проклятием целого альбома After Hours, потому что в ее удивительно таком точном, точечном максомартиновском звучании весь остальной альбом кажется более блеклым. И настолько блеклым, что я вот когда записывал себе название альбома, я случайно стал писать вместо After Hours Blinding Lights. Поэтому, собственно, и шестое место, но в целом это, конечно, отличный, хороший альбом от талантливого артиста, который понимает, что он хочет делать в музыке и отлично пользуется всеми нынешними возможностями стилистически, визуально, текстово. Это не лучший альбом Уикенда, но знаете, даже если его не лучший альбом я ставлю на шестое место в топ-10, это уже много о чем говорит. Пятое место. Рина Саваяма с альбомом «Саваяма». Потрясающий дебютник британки Рины Саваямы, которая нарисовалась в моем музыкальном пространстве благодаря некоторым британским обзорщикам. И как для дебюта, это просто нереальная поп-работа во всех смыслах этого слова. Она очень умело цепляется за абсолютно разные жанры, и в этом есть что-то вот такое притягательное, очень такое вкусное и приятное. Мне кажется, это новое прочтение того, чем может быть поп-музыка. Хорошая поп-музыка, которая не предопределена какими-то определенными жанрами, и уж тем более стереотипами. Великолепный вокал, артистические приемы, тексты, умные инструменталы. Мне кажется, это лучший дебютный альбом этого года. Четвертое место. Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Это, конечно, просто вау. Это уже второй альбом Fiona Apple, с которым я знаком, но этот просто заставил мою челюсть отвалиться на пол. А отвалилась моя челюсть от великолепия, от необычных ходов, от непредсказуемости этой пластинки, от ее экспериментальности и очень необычного звучания. Это вроде и поп-пластинка, а вроде и альтернатива, а вроде немножко и инди, и вообще какие-то лейблы и предопределения теряют свой смысл, когда ты слушаешь этот альбом. Он очень такой, знаете, сырой, чувственный, очень резкий, очень дерзкий одновременно, что порой просто едет крыша. И такие альбомы, которые могут тебя как-то ошарашить, удивить и впечатлить, это, конечно, на вес золота. Я не уверен, что я могу как-то точно описать этот альбом, но я точно могу описать, что я испытал неожиданный восторг от его инновационности и необыкновенности. Ну и что, мы подобрались к тройке лидеров. Это самые крутые альбомы, по моему мнению. И кто же у нас получает бронзу? А бронзу у нас получает Майли Сайрус с альбомом Plastic Hearts. Это лучший альбом Майли Сайрус. Прости меня, Bangers, ты великий, но Plastic Hearts цельнее, взрослее, полноценнее и немножечко ярче. Новая рок Майли во всем своем великолепии выдает просто один шедевр за другим. Началось это все с великолепных каверов и закончилось отличной полноформатной работой. Еще одно доказательство того, насколько крутой этот год, это то, что такой великолепный альбом занял только третье место. Plastic Hearts — это такой гимн свободы, только уже настоящий, осмысленный, а не бунтарствующий и неопределенный, который был у Майли раньше. Офигенный вокал, яркие аранжировки, сильные баллады в этом альбоме, потрясающе. Все, спасибо тебе, Майли, люблю. Второе место. Фольклор Тейлор Свифт. Что я тут могу сказать? Браво, Тейлор! Браво, Тейлор, за то, что ты вернула у меня веру в себя после очень неудачного, как я считаю, альбома Lover, когда мне казалось, что она уже исписалась и забыла, как делать хорошие треки. И тут у нас случился фольклор, который просто творческая и авторская вышка Тейлор Свифт. И уж точно
самый выделяющийся альбом в ее карьере. И если ее альбом 1989 это поп-бомба, то «Фольклор» это просто бомба. Такая качественная, хорошая, великолепная бомба. Просто удивительно умопомрачительная лирика, очень простой и логичный инструментал от Джека Антоноффа. В этом альбоме все хорошо, и в рамках карьеры, мне кажется, это просто был гениальный шаг. Ну и прежде чем мы перейдем к первому месту, я бы хотел назвать несколько альбомов в рубрике «Достойные упоминания». Это те, кто не вошли в десятку, но я бы хотел упомянуть их как хорошие альбомы этого года. Это Сэм Смит с альбомом Love Goes, это Мак Миллер с альбомом Circles, это Дуа Липа с альбомом Club Future Nostalgia, это Bad Bunny с альбомом Joe Agoloke Megalagana и Кайли Миног с альбомом Disco. Ну и что, ребята, первое место... Кто же? Я думаю, все уже прекрасно понимают, кто это. Дуа Липа, Future Nostalgia. В этом году мы получили альбом, который можно назвать одним словом. Pop Perfection. И как же я рад, что мы получили этот альбом именно от Дуа Липа, потому что мои друзья не дадут мне соврать. Несколько лет назад, когда мы уже получили новую волну поп-звезд, как Билли Айлиш, как Лиззо, как Дуа Липа, я сразу сделал ставку на Дуа Липу, потому что мне показалось, что в ней есть великолепный потенциал на будущее. Даже если в будущем Дуа Липа в своей карьере уже не сделает ничего выдающегося, у нее будет этот альбом, потому что такие альбомы, они все-таки оставляют неизгладимый пласт музыкальной индустрии. И я недавно раздумывал над такими великолепными, прекрасными поп-альбомами, и мне пришло в голову, что это первый альбом со времен Teenage Dream Кэти Перри, который можно назвать в целом поп-перфекцией. Есть такое слово на русском вообще перфекция? Наверное, нет. Поп-идеалом, в котором каждая песня может быть синглом, альбом звучит великолепно от начала до конца и пропускать не хочется ни одной песни. Так что да, я считаю, что Дуа Липа нам подарила такой Teenage Dream в рамках поп-мира, который когда-то нам подарила Кэти Перри. За последние 1,5 года Дуа Липа нам показала невероятный рост как артиста. Она слушает критику, она работает над собой, она занимается, она работает над вокалом, она работает над своими танцевальными номерами и выдает великолепный продукт. И целый год за ней следить, это просто была услада для ушей и для глаз. Я безумно ей горжусь и с огромной гордостью называю альбом лучшим в этом году. И скажу честно, конкуренции у нее не возникло даже близко ни с кем. Вот такой вот у меня получился топ-10 лучших альбомов этого года. И на этом заканчивается 2020 и видосы на моем канале в этом году. Мне хочется сказать спасибо всем тем, кто залетал на мой такой маленький, скромный, но местами уютный канал в этом году. Спасибо тем, кто смотрел, кто подписался. Я желаю, чтобы в следующем году выходило много классной музыки, чтобы нам было что слушать, и чтобы всякие неинтересные и плохие альбомы отходили на второй план и не получали первые места в билборде, как бывает постоянно. Конечно же, чтобы 2021 год был, хоть немножко лучше, чем этот, пожалуйста. Если кто-то посмотрел этот ролик, обязательно напишите в комментариях вашу десятку лучших альбомов года, мне было бы очень интересно почитать. И на этом все, как-то даже немножко грустненько. Всем спасибо за просмотр, всех с наступающим Новым годом, Рождеством, праздниками, всем пока.